Вот, у меня есть компьютер. Сейчас я буду показывать, как заменять батарейку BIOS. Это мой собственный, единственный компьютер. Так что нужно все аккуратно. Я уже это делал 3 раза. Ну, приходилось. Почему нужно было заменять батарейку BIOS? Потому что она садится и компьютер работает немного некорректно. При загрузке на мониторе пишется надпись «Некорректный видеорежим». Чтобы и в BIOS не зайти. Или заходится, но монитор не будет ничего показывать. Вот. Здесь уже немного пыльно. Тут очистка была 3 месяца назад. И теперь мы будем доставать батарейку. Чтобы достать батарейку, нужно снять видеокарту. Потому что батарейка вот здесь. Вот она. Serial 2032. Вот у меня есть новая батарейка. И вот сейчас мы будем снимать видеокарту. Нужно выкрутить вот эти винты. Этими 2 винтами прикручена видеокарта и сетевая плата. Сетевая плата вот эта зелененькая. Она Wi-Fi делает. Компьютер может подключаться к Wi-Fi сетям. Ну и раздавать свою сеть. Тоже. Вот, сняли винты. Теперь вот эту штучку тоже снимаем. Вот так нажимаем. Оп, готово. Теперь вот здесь вот. Вот. Защелку откручиваем. А теперь нужно действовать 2 руками. Поэтому я вот не заснять, наверное. Вот так может быть. Вот, достаем. Вот. Да, в прошлый раз тоже не смог достать. Как-то она так держится, непонятно. Вот, достали все-таки. Сложно немного, но можно. Ох, какой все пыльный. Ужас. Вот, видеокарта. NVIDIA GeForce GT 620. Парит.
пароль имел сюда. Вот, ну тут все так запилено. Теперь мы можем подступиться к батарейке. Вот здесь вот нажимаем. Вот, теперь батарейку вот нужно достать. Для этого можно использовать. Вот все, досталось. Вот, и теперь вставляем новую. Вот новая. Правда, китайская. Хотя у меня только такие. Вот, лучше, наверное, этой рукой. Плюс должен быть вверху. Как-то. Вот, ставили. Держится. Что-то шатается? Ну ладно. Ставили. Теперь бы это дело все почистить. Вот, и дополнение. Вот сюда я ставлю тот USB. Там, где USB с Алиэкспресса заказал, тут вместо святой аппараты, вот в этом разъеме. Psi X1. Будут USB-шники торчать. Вот так. Вставляем. Вот. Их одной рукой сложно, конечно. Вставили обратно. Вот. Теперь делаем все в обратном порядке. Так, вот это винт. Вот батарейку мы поменяли. Вставляем видеокарту обратно. Сейчас тут можно перехватить. Вот. Вставляется она, конечно, лучше, чем достается. Вот сюда. Вот, теперь в разъем попасть нужно. Тоже нужно двумя руками делать. Вот, вставили. Вот, затерку застегнули. Теперь вот функции. Вот снова. Вот эту штучку нужно вот так сделать, чтобы вот здесь вот торчало. Вот это вот катаются. Вот. Вот. Вот эти вот. Оп, 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 оп. Влезли. И второй тоже. Закручиваем это дело. Батарейка китайская, это прошлая была, вот ее тоже не намного хватило. Пришлось опять заменять. Ну, 3-4 месяца. Как? Да, как чистка. В прошлый раз по этой же причине лез сюда. Так. Вот мы попали в избу. Да. Вот.
Не знаю, даже потерять или нет. Протру так. Эх, как грязно. В последнем видео Блигмана не так. Там он компьютер разобрал, почистил. Ну, это не реклама, конечно же. Там вообще компьютер чистенький, все правильно. Ну, не новый, конечно. Там оно все чем новее, там они все лучше продумывают. Правда, если согреется, а мощности нет. Какой попадет. Вот. Мы сделали. Теперь нужно закрыть крышку. Вот. Пряники все. Сдули. Крышка у меня вот такая. Здесь написан мой номер. На всякий случай. Вот крышечку. Вот так вот. Здесь тоже нужно попасть в пазы. Вот здесь мы все закрутили, вот что держится, оп. Вот. А монитор до сих пор показывает, что кабель не подключен. Вот. Теперь берем вот эти два винта. Закручиваем. Этот я закручиваю руками. Оба на крышку. Потому что отвертки закручивать смысла нет. Так вот держится нормально. И потом можно раскрутить тоже руками. Вот можно чуть-чуть посильнее. Вот. Теперь мы поставим компьютер на пол обратно и воткнем все кабели. Вот так стоишь, проводов куча. А монитор вот это показывает. Проверьте подключение кабеля. Это я сейчас стою. Интересно, да. Вот положим фотоаппаратик на пол. И раздвигаем нашего красавца, хорошего, любимого. Вот этот провод нужно завести сюда. Вот этот. Потому что он короткий. Это монитор. А то потом будут трудности. Теперь нужно убрать провода из-под нашего блока. Вот.
сделали. Питание нужно, конечно, отключить перед этим всем действием. Теперь мы воткнем провода. USB удлинитель. Еще удлинитель. Так, вот сначала. Где у нас тут DVI? Вот DVI. DVI берем. Можно не прикручивать, а можно и прикрутить. Можно прикрутить на один. Этого вполне хватит. Тут два крепителя. HDMI. По поводу HDMI, так он плохо держится там. Выпадает легко. Так, когда все стоит, он держится, все нормально. Ну вот, сначала случайно нажал кнопочку. Лег. Ладно, продолжаем. Потом я это склею в премьере. Так не хотел туда лезть, а теперь придется. Вот. Что-то тут какой-то кабель зажали. И серенький. Вот, втыкаем его. Нет, вот сюда. Что у нас тут еще осталось? Кушать. Питание. И интернет. Вот. Теперь заглянем сюда и посмотрим, не осталось ли еще кабелей. Вот. Еще два USB свободных. Вот эти вот DVI и игра на монитор, они на материнке не работают, только на видеокарте. Похоже, встроенная там что-то там графика, она не поддерживается или еще чего. Теперь мы должны его запустить. Страшно. Запустить, и он сразу пойдет в BIOS, потому что компьютер умный, он знает, что мы изменили батарейку BIOS, и чтобы, вот, в общем, мы теперь будем BIOS настраивать. Вот, компьютер входит в BIOS, сам пойдет сейчас. Потому что знает, что вот мы поменяли батарейку, и нам нужно настроить BIOS. Там приоритет жесткого диска, с какого жесткого диска загружаться, приоритеты всякие и так далее. Вот, вот сюда запускаем. Вот, появились циферки. А если батарейка серая, то они не появляются. Вот, что у нас тут написано. Сейчас мы сядем и прочитаем. Версия прошивки BIOS, имя процессора, всякая информация о системе. USB, вот это как лидер. Это у нас тут память какая вставлена. Вот размер 8 гигабайт. Это у нас жесткий диск и дисковод. Жесткий диск снизу. Вот этот. Что у нас тут написано?
Компьютер узнал, что мы поменяли батарейку BIOS. Он умный, поэтому сделал сброс настроек. Здесь написано, все настройки сбросены к стандартным значениям. Нажмите F1, чтобы запустить настройки BIOS, а F2, чтобы продолжить и загрузить систему. Нажимаем F1. Компьютер прогружается еще немного. Вот, и загрузился. Почему мы вошли в BIOS сейчас, а не просто продолжили? Можно было настроить его потом или так и оставить. Потому что мы должны настроить время, дату, приоритет загрузки. Сколько у нас времени? 1:10. Так, вот мы вводим дату. 05 таб. 05 таб. 2017. Нажимаем вниз. Теперь вводим время. Снова смотрим на время. 13, 11, 15. 13 таб. 11 таб. Ну, введем вот. Вот 15 было. А сейчас посмотрю еще раз. Ну, 30. 32 пусть будет. Потом можно в системе подредактировать. Так, вот, окей. Сейчас клавиатуру поправлю. Вот. Теперь тут у нас... Посмотрим, что у нас тут. Ничего интересного. Здесь все должны быть дизаблить, а то компьютер будет просыпаться от движения мышкой, клавиатурой и так далее. Вот ставим загрузку жесткого диска. Теперь сюда дисковод, а все остальные можно поставить дизаблить. Ведь, когда я хочу загрузиться с чего-нибудь, я нажимаю F11, у меня вылезает boot меню. Hard диск у меня сейчас 1, и он подключен в SATA 3. Это вот здесь есть. SATA 4 жесткий диск, SATA 3 дисковод. Это я так подключил. Можно подключить в первый разъем на материнской плате. Жесткий диск, а вот второй дисковод. Ну, тут кому как. Так работает, и ладно. Мне главное, чтобы работало. Значит, теперь нажимаем сохранить и перезагрузиться. Компьютер спрашивает, точно сохранить? И да, и нет. Выбор. Нажимаем Enter. Компьютер вот перестает шуметь, сохраняет и загружается. Теперь можно показать boot меню. Тыкаем F11. Вот такое маленькое boot меню. А если флешечку сюда воткнуть, то оно будет побольше. Вот. Escape нажмем. Выбираем операционную систему. Все, выбрано. 5 секунд автоматический выбор. Стоит 16:07 автоматически. Вот, видим загрузку, все сделали правильно, все работает. Вот, только видео надо будет склеить, размер будет большой. И вот, в общем, готово. Заняло минут 20, конечно. Теперь у меня компьютер будет загружаться минут 5, это немного долго. Ну вот, сейчас мы немного подождем и убедимся, что работает все. Как я рассказывал. Как? Ого, курсор. Обычно на этом этапе курсор не появляется. Вот. Как я узнал, что у меня батарейка BIOS? Ну вот, у меня компьютер при загрузке пишет, что у него... Ну, монитор пишет, что не поддерживается режим, смените режим на 1366 на 768
пикселей разрешение 30 кадров в секунду. 60. Ну, 60, наверное. Вот, это Ярик Багин, он загружается. Вот. Камера 8.9, чтобы перетыкать. И вот все загрузилось. Мышка. Заметочки. Склеиваем. И потом он дальше будет загрузиться еще 4 минуты. Пока все программы загрузят много. Хотя программ вроде бы не так много. Skype, Mail-агент, Билдерман для скриншотов. Там что это? Пунта свитчер. Принтер. Вот все. Успел заснять. Батарейка садится. Все, готово.